принимать во множестве. Jehoshaphat and his army had to believe and they had to act. Да? Им нужно было веровать, и они должны были действовать. They had to go out, but when they went out, they found that God had already gone before them. Им нужно было выйти, но когда они вышли, они увидели, что на самом деле Бог прошел перед ними. And he had won the victory even before they showed up. Они пришли, когда они пришли, Бог уже совершил победу. This was the first time God had ever worked this way. Это первый раз, когда Бог поступил таким образом. But he did. Но Он сделал. God went out and he won a great victory. Он вышел и совершил победу. So much so that it took 3 days to pick up all the spoils. Победа была настолько великой, что им 3 дня нужно было добычу собирать. Consider this. Просто подумайте. At the beginning of the story, these people are perhaps 15 hours away from total annihilation. Да, вот в начале истории кажется, что осталось еще, часов 15, и все, их просто сотрут с лица земли. And at the end, there is so much plunder, it takes 3 days to gather it all in. А в конце истории у нас столько добычи, что нам нужно 3 дня ее подбирать. Why? Because God had gone before them. Потому что Бог прошел перед ними. He had fought, Он воевал and he had won. И победил. And just as God went ahead of the armies of his people, и как Бог прошел перед армиями своих людей, Jesus Christ has gone before you and me. Иисус Христос прошел перед вами и передо мной, перед вашим путем и моим путем. Defeating the power of death and hell. Разрушив силы ада и смерти. Defeating Satan and all his enemies. Разрушив силы сатаны и всех его приспешников. And so we who face the greatest crisis of our lives. И поэтому мы, когда мы переживаем серьезный кризис нашей жизни, the crisis for our eternal destiny. Кризис, который касается нашей вечности, вопроса нашей вечности. And a crisis we had no ability to win on our own. Тот кризис, который мы не можем преодолеть сами по себе, своими силами. Have seen that won by Jesus Christ on the cross. На самом деле уже был побежден. Martin Luther said in his great hymn, он был побежден Иисусом на кресте. Мартин Лютер в одном из своих гимнов сказал чудесные слова. The Prince of Darkness grim, we tremble not for him. Значит, царь тьмы сотрясен, и мы, не ожидаем от него никаких серьезных действий. The body they may kill, God's truth abideth still. Да, они могут убить тело, но Божья истина останется той же истиной. As I thought about this passage and this message, I struggled a little bit. Когда я думал вот об этом отрывке, когда я думал готовился к своей проповеди, у меня были определенные сомнения. Because I feel like in some ways it sounds like a prosperity gospel. Потому что это может звучать как такое Евангелие успеха. Like if we just believe we'll never have problems. Да, если мы будем веровать, не будет проблем. And we know that that's not true. И мы знаем, что это не так. For some of us, as we face a great crisis in our lives, God may deliver us. Для некоторых из нас, да, когда мы проходим определенные проблемы, Бог может сразу нас вывести оттуда. And for some of us, as we go through life, God may do miraculous things. Кто-то, проходя определенные шаги жизни, видит, как Бог делает чудеса. And for others of us, God may have already gone before us, so we don't struggle. Перед кем-то Бог уже прошел, и они не страдают практически вообще. And then for others of us, a great crisis in our life. Но есть и другие, у которых бывает серьезный кризис в жизни. May be the very vehicle God uses to take us out of this life and into the next. Может быть, это будет тот самый кризис, который переведет нас за границы этой жизни в следующую. For some of us, from the perspective of this world, the enemy will win. С точки зрения мира, когда люди будут смотреть на нашу жизнь, им покажется, что враг победил. The crisis will be too much for us to handle. Кризис окажется слишком огромным для того, чтобы мы могли с ним справиться. Sometimes cancer wins. Рак может победить.
Sometimes the first symptom of heart disease is when we fall dead of a heart attack. Может быть, самый первый симптом того, что у нас проблемы с сердцем, будет заключаться в том, что мы упадем замертво. Some of us will face a financial disaster from which we will not recover. Может быть, мы столкнемся с финансовыми потрясениями такого масштаба, что мы не поправимся до конца жизни. Some of us will be betrayed in a relationship and it will never be right again. Или кого-то из нас подставят или предадут во взаимоотношениях, притом подставят так, что эти отношения больше не поправятся никогда. Some of us may never recover from a crisis in this life. Может быть, мы даже не переживем вот этот кризис жизни. But remember, it's not over till it's over. Но помните, не все кончено, пока не кончено. And then it's still not over. Даже тогда еще не все кончено. Because whatever happens to us, Потому что что бы ни случилось с нами, the last thing we should do is celebrate joyfully. то, что мы должны сделать, последнее, это радостно праздновать. Whatever happens to us in this life, Что бы ни случилось с нами в этой жизни, Jesus Christ has gone before us. Иисус прошел перед нами. He has won the battle. Он уже победил. We have only to reap the benefits of His victory. Мы можем лишь пожать, собрать урожай, да, вот это, пожать в этом смысле достоинство Его победы. And so we can face eternity with joy. Поэтому мы с радостью можем войти в вечность. And with excitement because we will be eternally with Him in paradise. И с радостью мы можем войти туда, потому что мы там вечно в радости будем с Ним. He has gone before us. Он прошел He has пред нами, won the battle. выиграл все битвы. And we simply come over the hill and reap the benefits of His battle for Просто us. переходим на ту сторону горы и собираем добычу. And in the meantime, Но пока мы находимся здесь, we should be equally joyful. мы тоже можем радоваться. And we should celebrate joyfully, Мы можем радостно праздновать, as the king and all of Judah did. как вот происходило с царем и всем народом Иуды. Not because of our prosperity in this world, Не потому, что мы богаты сейчас в этой жизни, but because we know that in everything, но потому что мы знаем, что во всем God works for our eternal good. Бог использует это для нашего вечного блага. And He is using everything in our life Он использует все в нашей жизни, все, to make us like Jesus чтобы мы были подобны Иисусу. until that day До того самого дня, when we're with Him. когда мы будем с Ним. Amen. Аминь.